Так, сегодня мы начнем проходить Fallout New Vegas. Игра, в общем-то, далеко уже не новая. Так, ну, замечательную заставочку можно посмотреть. А я пока тем не менее расскажу. Играть мы будем в режиме хардкор. Игра это Fallout New Vegas Ultimate Edition со всеми официальными дополнениями. Также к ней подключены несколько модов. Это проект Невада, ряд модов у реплейсеров тел, HD текстуры и реалистик мод, создающий различные погодные эффекты в игре. Все это несколько усложнит игру, вот, но сделает ее, вероятно, более интересной. Я надеюсь на это, по крайней мере. Вот так вот парню не повезло. Проходить игру мы будем не торопясь, поскольку наверняка основная сюжетная подоплека известна уже всем, кто играл или проходил New Vegas. Вот, а тем, кто в него еще не играл, что я, честно говоря, не знаю, много ли таких людей, смогут увидеть для себя всегда что-то новое, поскольку я постараюсь исследовать игровой мир как можно более широко, не зацикливаясь на основном квесте. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. Очень жаль, что игра не озвучена на русском языке, потому что это было для меня очень ценно, учитывая, что это полноценная РПГ. И почему-то Skyrim заслужил такую почесть, а Fallout New Vegas до сих пор так и остался с английской озвучкой. And a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn. Должен был доставить его. Вообще, частенько в последнее время современные игры начали начинаться с того, что героев убивают, сажают в тюрьму или какими-то другими способами доставляют ему неприятности. Похоже, это новый какой-то шаблон, что, в общем-то, очень печально, потому что шаблонность — это плохо. Made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Мне нравится этот парень. Truth is, мы с ним еще the game was встретимся. rigged from the start. Так, мы видим это подключенные моды.
добавляют к нам в инвентарь всяческие ненужные зачастую вещи. Здравствуй, док. Да не вопрос. Нас зовут Хебрин. Can't say it's what I'd have picked for you, but if that's your name, that's your name. I'm Doc Mitchell. Welcome to Gudspрингс. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. Да уж, я надеюсь, ты собрал меня целиком. И все прикрепил в нужные места. Так, пол мужской. Откровенно говоря, мне никогда не нравилась фоллаутовская, пошедшая еще, похоже, с Обливиона. Вот эти вот лица совершенно жуткие. Ну вот, как-то так. Ой, какой ужас. Нет, боюсь, что случайный выбор будет совершенно ужасным. Так, я, пожалуй, пока поковыряюсь, приостановлю запись и возобновлю ее, как только закончу нашего персонажа. Вот такой вот у нас получится парень. Вообще, надо сказать, я не очень-то люблю в сингл-играх редактировать персонажей, да, устраивать, поскольку это не особенный смысл, не имеет никакого особенного смысла, никто его не увидит, кроме меня. Вот, ну, в данном случае я вот решил немножко изменить своим принципом. Так, у нас тут огромное количество ненужной информации на хаде, которую мы попозже уберем. Так. Нам понадобится больше силы, потому что будем много стрелять и много носить. И побольше восприятия. Так, выносливость. Так, харизму мы будем качать, но, в общем-то, другими способами. Интеллект обязательно. Так вот, ловкость нам особенно большая не нужна, поскольку ватсом мы пользоваться не будем вообще. Скрытностью по минимуму. Вот, на оружие мы прокачаем и так. Немножко уменьшим удачу. Так, добавим, наверное, как бы нам добавить восприятие. Восприятие. Так, ну, наверное, вот как-то так. Так, еще раз посмотрим. Сила восприятия. Интеллект, удача. Ну вот. Так, я думаю, будет достаточно выживаемо. But that don't mean them bullets didn't leave you nuttered and a bighorn are dropping. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? See if your dogs are still barking. Так. Сейчас док нам будет задавать всякие глупые вопросы, чтобы определить, какого мы хотим себе персонажа.
Откровенно говоря, я даже не собираюсь разбираться, по какому принципу он их выбирает. Поэтому сейчас нажмем все подряд, потом все переделаем. Это будет быстрее и гораздо полезнее на самом деле. Вот. О, он даже кое-что угадал. Это нам не нужно. Нам понадобится оружие. Понадобится красноречие. Так, и понадобится взлом. Вот. Вообще, надо сказать, Fallout одна из немногих игр, где практически все скиллы являются весьма важными. И любое выбранное здесь умение будет полезным. Тем не менее, приходится выбирать из чего-то. Вряд ли пуля в голове передается по наследству. Да. Так. Так, на минус 5 с каким там навыком? Оружие, взрывчатка. Это оружие на самом деле очень плохо, поэтому, наверное, мы откажемся. Так, пожалуй, возьмем вот это. Стрелять постараемся издалека, по возможности. И точнее будет очень важно. Ну и возьмем, наверное, вот это вот. Возьмем в дальнейшем перк, который будет давать нам побольше опыта. Это нам компенсирует этот навык. Ну, пойдем. Попался в моих вещах. Спасибо за помощь, док. Хороший парень, на самом деле. Безотказный. С Аней мы обязательно поговорим сейчас. Несмотря на то, что я, в общем-то, не первый раз далеко играю в эту игру, обучение мы пройдем. Там нужно получить немножко опыта, который нам пригодится. Да, мы будем играть в режиме хардкор. Должен сказать, что изначально идея была также в том, чтобы... Спасибо. Спасибо. Моды продолжают добавляться. Идея была в том, чтобы отключить хат во время игры, но практика показала, что это очень сильно усложняет игру,
хотя бы в том плане, что, во-первых, не видно субтитров ни в разговорах, ни где-либо не выполнены задания, ничего. И это очень напрягает. А во-вторых, не видно когда ты подбираешь какие-то предметы, то становится не видно, твои они или нет, воруешь ты или нет. Вот, из-за этого можно очень сильно нарваться где-нибудь в середине игры. Также была мысль играть до первой смерти, но практика опять же показала, что идея весьма опрометчивая, потому что в Fallout можно есть очень много мест, в которых можно умереть просто так, буквально по случайности. Так, нам нужно немножко скорректировать то, что у нас тут происходит. Так, режим хардкор включен, уровень сложности очень сложный. Механический прицел. Да, вот, несмотря на то, что HUD отключен, как видите, прицела у нас нету. Так. Настройки модов. Так, настроим slow motion, динамический прицел. Это все очень замечательно. Эти настройки добавлены модом проект Невада. Так. Подрыв замков я оставлю, но, откровенно говоря, я им никогда не пользовался. Так, вот это мы добавим. Достаточно полезная штука. Так. Режимы зрения. Так. Здесь достаточно много изменений в балансе игры. Поэтому мы немножко подстроим их под себя. Получение опыта 100%. Способности каждые 2 уровня. Можно тут поставить, в принципе, хоть каждый уровень перки получать, но это будет чересчур. Вот оставим, как в оригинале, каждые 2 уровня. Максимальный уровень 50. Очки действия для нас не актуальны. Вот. Переносимый вес. В оригинале 150. И мы сделаем 150, потому что выживать на пустошах, не имея возможности с собой. Напомню, что в режиме хардкор патрон тоже начинает весить определенный вес, и это сильно усложнит также игру. Так. Скрытности движения мы все оставляем без изменений. Редкость вещей тоже. Еда будет у нас лечить. Иначе смысл еды как бы во многом теряется. Сообщение о карме. Катарсилы. Так, ну это мы все оставим без изменений далее. Так, сразу сохранимся, чтобы не создавать, если что, нашего персонажа заново. Напомню, я буду достаточно часто сохраняться. Связано это скорее с тем, что игра с модами становится весьма нестабильной. И она может элементарно начать вылетать. Так, комбинезон, убежище 21. Так, тут это итемы, позволяющие управлять настройками погоды, поскольку у нас включен проект реальность. Так, надо надеть какую-нибудь броню посерьезнее, наверное. Отыгрывать мы будем... не могу сказать, что это роллплейное прохождение, но моя манера игры, как правило, подразумевает доброго персонажа, положительного, который очень редко приступает своими принципами ради выгоды, хотя бывает и такое. Так. Вот как-то так мы сейчас выглядим. Так, плюс нам еще... Ой, это, наверное, не здесь, а вот здесь. Нужно.
Вот. Скрыть. Ну, вот часы я, кстати, как раз оставлю. Вот это мы все уберем с экрана. Так, время. Так, проверим проект реальность. Какие у нас тут настройки есть. Так. Радиоактивную бурю мы выключим. Однажды я играл и имел неудовольствие в нее попасть. Поверьте мне, это очень хардкорно. Что в течение очень короткого времени нужно добежать до ближайшего укрытия. А такой возможности может у вас просто не оказаться. Особенно когда первый раз я даже не знал, что означает эта таинственная сирена, которая орала по всем пустошам. Вот, а умираешь под этой радиоактивной бурей необычайно быстро. А в Fallout и без того есть от чего умереть быстро. Так, что ж, послали так послали. Идем к Сане. Cheyenne, stay. Don't worry, she won't bite unless I tell her to. Док Мич сказал, что ты можешь обучить меня выживанию. I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon. Встретиться с ней позади салона. Вопрос. Now, see the sarsaparilla bottles on the fence there? Take this and try to hit a couple of them. That's the right idea. Look down the sight. Try crouching down and staying still. Nice shot. Well, that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what, I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? Гекконов от источников. Follow me. Воды. Окей, я в деле. Сколько геки — это не только источник ценных шкур, но и вкусного мяса. Анимация в игре, конечно, откровенно говоря, деревянная. Даже Skyrim, наверное, превосходит ее. Ну, хотя, впрочем, Skyrim был выпущен позже. В общем, выглядит не айс. Но, тем не менее, Fallout славен не этим. В пустошах есть что-то такое. Hear that up on the ridge behind me there? Красивое. We got some geckos to clear out. Bunch of little monsters is what they are. Seems like Doc Mitchell treats more gecko bites than anything else. Let's see if we can get a little closer. If we move quietly, we can get the jump on them. More likely to hit something vital that way. Саня предлагает подкрасться. Ну, конечно, с моей непрокачанной скрытностью тут особо ловить нечего. Ну, попробуем. Okay, you're on. Go give him hell. Oh, that's it. Это приятно. Довольно неожиданно. See? You're getting the hang of it. There's 2 more wells that still need clearing. Конечно, не самый You want, you удачный. can come along. It'd be worth a few caps to me.
Не самое удачное выполнение задания, но впрочем. Shouldn't take more than a couple minutes, especially with two of us. Убить на остальных источников гекконов. И ну как же ей отказать? Так, у нас подсказка ВАЦ постоянно мигает. Так, вот мы ее уберем. Чтобы не раздражало. А как где Шайен? Собачка где-то потерялась. Oh, that's it. О, оставь меня как-нибудь. Не оставила. Благодаря проекту Невада в игре появился режим спринт, работающий за очки действия. Он примерно вот так вот работает. И мы будем периодически пользоваться. Какой-то белый идет. Да, это было сурово. Holy moly. If you hadn't come here like you've done, I'd be a goner for sure. I came up here to draw water, but here, you should have what I got. You look thirsty. Ну, с нами поделились водичкой, это очень кстати. Так, соберем мясо. Мясо, шкуры. Now that was some good work. Even got a little exciting there at the end. Here's a little spending money for the trouble. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Interested? Да, Alright then. Конечно. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xander root and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being xander root over by the schoolhouse. Bring those on back to me, and we'll get cooking. Вещи не очень распространенные на пустошах, прям скажем, но поскольку это обучение, я знаю, где их найти. Так, сбегаем, соберем трофеи, какие остались. Тут я, кажется, не подбирал. Есть в этом постъядерном пейзаже какой-то определенный шарм, такая своего рода романтика. Хотя, конечно, очевидно, что в реальности все это выглядело бы гораздо печальнее. Хотя бы потому, что смотреть, скорее всего, было бы некому. Сначала нам нужно к школе. Около школы водятся мерзкие богомольчики, на которых мне даже жалко тратить патроны, откровенно говоря. Патронов у нас дефицит, тем более в хардкорном режиме патрон начинает иметь вес. Так вот, кстати, корни. Поэтому много патронов с собой не потаскаешь. Так, подсветим. Богомолы довольно дерзкие создания. Во-первых, они маленькие, плохо видно, по ним трудно попасть. А во-вторых, достаточно больно бьют. Часто ломают конечности. Так, наберем
журналов. Школа выживания. Да уж, школа выживания, ничего не скажешь. Вот, это, как вы можете видеть, немножко нестандартная вещь для Нью Вегаса. Те, кто играет, знал, что в третьем Fallout'е была возможность собирать, коллекционировать пупсов. Вот, в Fallout New Vegas почему-то эту возможность убрали. Но в одном из модов, подключенных к этой игре, возможность собирать пупсов возвращена. Тем более появляются они рандомно в различных местах. И выучить, где их находить, тут практически нереально. Так что будем смотреть в оба. Заколки. Журнал. Сундук. Здесь нож. В принципе, ничего этого не нужно. Так, а вот возможность взламывать замки в Fallout всегда была очень интересна. Потому что все-таки здесь она требует хоть какой-то гибкости рук, а не только прокачанного персонажа. Тут много всяких интересных вещей. Конечно, пользоваться мы вряд ли будем чем-нибудь из этого, но пойдет на продажу, это наверняка. Так. Теперь нам нужно на кладбище. Пошел дождь. Ну, пошел сильный дождь. Вот это вот, конечно, внезапная смена текстур погодных выглядит довольно нелепо, но простим создателям мода недостаток. Зато достаточно неплохая озвучка. Это Виктор, робот, который нас спас. Возможно, поговорим с ним попозже. Мерзкое животное. Откровенно говоря, ненавижу насекомых, поэтому буду расправляться с ними со всей жестокостью. Еще мерзкие твари, бедные. Шарм Гудспрингс. Несмотря на то, что ни разу уже играл в New Vegas, я ни разу не собирал коллекцию шаров. Не казалось мне достаточно интересным занятием. Может быть, в этот раз не помешает. Это, кстати, походу та самая могила, в которой собираюсь похоронить меня. Так, цветок мы нашли. Теперь можно возвращаться к Сане, пока там не промокло. Так, сменим, пожалуй, оружие. Пока не знаешь, кого встретишь по пути. Надо сказать, конечно, в целом игра выглядит
достаточно натурально, но отсутствие эффектов на земле, ни образования, ни луч, ничего, немножко портит впечатление. Вот, а вот это, кстати, Шайен. Непонятно, что он тут делает, он обычно бегает всегда в стане. Да ладно. Порог урона при падении Невада также увеличен. И разбиться, упав даже с небольшой высоты, тут на самом деле очень элементарно, так что имеет смысл быть осторожными. Так, вот и сами. Я принес все. Yeah, these will do just fine. Just fine. All right, now we're gonna be. Go on over to that campfire now. Подойди к костру и попробуй приготовить себе порцию. Это легко. That's not bad, see? All it takes to make a recipe is the right ingredients and the right know-how. Sometimes it won't be a campfire you need. Might need to do some work on your guns and ammo, maybe. Important thing to get is it's all the same idea. You just need to find the right place to set up. Well, I'm heading back now. Hope I didn't miss anything good on the jukebox. Cheyenne would never forgive me. Hey, do me a favor. Trudy, she's the bartender up at the Prospector. Kind of the town mom. She likes to meet newcomers. She'd be cross with me if I didn't ask you to poke your head in and say hi. Аня попросила нас зайти потом к Труде. Так, а сейчас нам нужно приготовить себе немножко еды. Где-то полжурнал, вот школа выживания. Вот. Стейки Геттона. Отличная вещь. Не требующая больших усилий, а исполняющая много жизней. Так, сохранимся. На самом деле этот мод с погодой, помимо, конечно, достаточно все же красивых эффектов, дает еще и весьма неприятные лаги. ФПС по сравнению с оригинальным New Vegas падает достаточно сильно. Так же, как и уменьшающий ФПС работы фрапс. Поэтому посмотрим дальше по обстановке. Возможно, если лаги будут усиливаться, то придется отказаться от использования погодного мода. Что будет не очень хорошо, но посмотрим, в общем. Так, надеюсь, я не заблудился. Салон. Ну, в принципе, в Гудспрингс заблудиться особо негде.
записывают звук. Как бы дождь барабанит по крыше, вот это вот очень оригинально, необычно. I'm done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not going to buy something, get out. Нехороший человек. Взял, накричал на труде. Howdy. Hey. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Спасибо. Так, мне довелось услышать ваш Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Где же теперь Ринго? He's holed up at the abandoned gas station up the hill. А почему бы просто не убить Джокоба и не покончить со всем этим? You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Пацифисты. И что же вы будете Some of с the этим others, like делать? Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Подрывники. Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. It was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. Ну что ж. Что будет, если я помогу If you were able to get Ринго? Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Gudsprings. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the powder gangers mad. And they've got a lot of friends out there. Так, ну это в принципе все понятно. Пойдем поговорим с Ринго. О, Шаян. Так. Ринго у нас запрошен до заправки, это там. Дождь. Долгий, то есть. Парило. Замечательный напиток. Лишний раз спасать мне жизнь, я думаю, будет. That's close enough. Who are you? What do you want with me? Я тебе не враг. Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. Let's say we start over with a friendly game of Caravan. You know how to play? Ты знаешь, что тебя ищет Джокоб? Yeah. He doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. Пожалуй. И что ты собираешься предпринять? I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Может быть, я тебе помогу? We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board. Поговорю с местными, давай. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Предлагает нам поговорить с Саней, что мы сделаем. Тут посмотрим, что тут есть. Скипетар, это нам пригодится. Докторский саквояж, несомненно. Журнал. Так. Алкоголь. Большая бутылка виски. Ну, возьмем на всякий случай. Так, туда я, пожалуй, не пойду, боюсь, он может расстроиться. Вот, замечательно, погода улучшилась.
Пойдем поговорим с Саней. Что она думает по этому поводу? Hi there. Sticking around Gudspрингс for a while longer? Я хочу помочь Ринго справиться с подрывниками. Поможешь мне? Say no more. I'm in. Уговоров даже не Joe Cobb потребовалось. talks about leaving us alone if we hand over Ringo, but I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. Надо поговорить почти со всем городом, выяснить, кто захочет с нами. Вот так, пойдем поговорим. Вот кто это? А, это Забибит. Мне не совсем понятно, почему у меня имена персонажей в большинстве своем на английском языке. Совершенно непонятно. So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. Да ладно, все будет нормально. Пуля туда-сюда, взрывов. I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Так, хорошо, Труди с нами. Так, получили уровень. Замечательно. Так, повысим взлом, взрывчатку, выживание. Ну и оружие, пожалуй. Так. Так, а вот он, этот перк, который нам нужен, который компенсирует нам опыт, который мы потеряли в начале. Так. Howdy. What can Easy Pete do for you? Говорят, у тебя есть динамит. Too dangerous. Gonna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Да я умею прощаться со взрывчаткой, что-то. Uh-huh. Guess you know what you're doing. I'll go dig it up and get it ready. You'll have it by the time the fighting starts. О, отлично. С этим мы договорились. Еще нам понадобится кожаная броня. Да, кстати. Сам я, пожалуй, переоденусь все-таки вот в это. Предпочитаю броню потяжелее. Да, выглядит довольно странно. Ну ладно. Howdy. You must be the one Doc Mitchell was patching up. The way I heard, I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Так, это замечательно, но сейчас нам нужна помощь. Снаряжение, чтобы дать бой подрывникам. Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's 1,000 cap investment you're talking about. 1000 крышек? Я с ума сошел. Right. Я думаю, мы сейчас с тобой договоримся. Вот, бартер плюс 10. You looking to buy some supplies? Повторим. Ну ладно, пускай город берут, у тебя-то наверняка все будет хорошо. You made your point. I can provide people with some leather armor and extra ammo. Sure hope it's worth it.
And I'll be guarding the store while all this is going on. I have to put my business first. You understand. Так, до свидания. Так, еще нужно зайти к доку. Взять у него немножко лекарств, и можно будет дать бой смело. Док. Welcome back. I had hoped you wouldn't need to come. Бандиты собираются напасть на город. Поможешь чем? Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. I'm not much good in a fight with my bum leg, and my supplies are scarce. But I'll give you what I can spare. Вот, отлично. Нам дали стимуляторов. Ну, теперь можно заявить, что мы готовы. Так, пожалуй, сохранюсь. So what's going on? Did Sonny agree to help us? Sonny с нами. Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. At least 6, Joe Cobb included. They look pretty mean. 6 это много. Oh, easy P. I'll be set. Настрелял нам динамит от Эзипита. Так, вот и динамит. Ну что ж, сейчас нас ждет бой. Ну, впрочем, нас довольно много. Есть динамит, так что все, думаю, будет в порядке. Собачка. Собачку. Люблю, когда решают животных. Ох, меня ранили. Ну, это не беда. На самом деле, метательная копия очень хорошая штука. Только без прицела попасть в них практически невозможно. Так, где-то тут еще кто-то остался. А, вон. Собственно, сам Джо Коб. Посмотрим, насколько ты крут. Ты какой шустрый. Ох, вот это вот неожиданно. Лечиться, а то что-то нам совсем не
хорошо стало. Так. Все продадим. I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. Обязательно навещу. Тут кто-то ранен. That'll teach the powder gangs to avoid Gudspрингс in the... Как попасть в Sure can. Take the road southeast out of town till it hits the freeway. Prim is the town with the roller coaster, straight south. Can't miss it. NCR patrols do a good job of keeping the highway clear, but I'd keep your gun where you can reach it easily. Да, это точно. You never... Off the road, you'll probably start running into hostile wildlife. My advice would be to stick to the highway when you can. Ну, с природным любопытством вряд ли можно будет держаться близко к дороге все время, но... Ну да ладно. Так, пока Саня. А вот это Руди. I'm glad that business is over. I like it when good... Пытаюсь выследить людей, которые напали на меня. Not much, other than there are a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. Не знаешь, куда они... They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. По 93-й магистрали. Так, посмотрим, что мы можем продать. 40-миллиметровые гранаты я продам, потому что они, во-первых, очень много весят. Во-вторых, я не любитель такого оружия. Оп. Так, у нее не хватает крышек. Pleasure doing business with you. Тогда в магазинчик. Так, к тому же надо обчистить этих ребят. Патроны 20-го калибра, зарядное ружье. Шайен. Очень грустно. Очень не люблю, когда собачкам так достается. Даже несмотря на то, что это собачки игровые. Ну, что поделать. Кожаная броня. Все заберем и продадим. Так, вроде бы все. Отправимся в магазин. That was a hell of a fight. Let's hope it doesn't bite us in the ass later on. Понравилось. Can do. Так, гранаты. Броня рейдера дикаря, охранника подрывников. Так, винтовку я оставлю. С ее помощью потом отремонтируем нашу. Гранатомет.
огнемет. Так, это мы все пока тоже. Вот камень безоружный бой, журнал безоружный бой плюс 10 можно продать. Китайский пистолет. Тут даже и броню. Вот, неплохой костюмчик на самом деле. Так, но это все нам не подходит. Так, это заряженное ружье. Рядом мы тоже пользоваться не будем. Я вообще не собираюсь особенно пользоваться оружием ближнего боя. Только при большой необходимости. Так, ну вот. Хотели. Ну что ж, на этом я, пожалуй, закончу эту серию. В следующий мы отправимся в Прим. Всем спасибо. Всем пока.